Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня мы с вами спечем бакинский торт 80-х годов. Этот торт был намного раньше, чем обширон, называется он сюнбюль. Кто его не пробовал, попробуйте. Я его нашла совершенно случайно в старой своей кулинарной книжке и вспомнила. Готовится очень легко, из самых легких продуктов, которые у нас всегда есть дома и были, конечно, в 80-х годах. Ничего замудренного там не будет. Готовьте со мной, и я уверена, что этот торт вам понравится. Ну что, начнем готовить и перенесемся в наши далекие 80-е. Как я вам уже сказала, торт называется сюнбюль. В переводе означает «колос». И связано это название с легендой. Девушка вышла замуж в Азербайджан, переехала. Замуж вышла не по любви. Была очень худенькой и золотистыми волосами. Поэтому торт переводится с азербайджанского «колос» и был назван в честь нее. Она его придумала. Ну, начнем печь этот замечательный торт. Сегодня для теста нам понадобятся молотые белые сухари. У меня покупные сухари, очень мелкого помола. 2 столовые ложки какао не сладкого, какао-порошка, приблизительно 20 грамм. 1 столовая ложка муки. Это вся мука, которая пойдет в тесто сегодня у нас. 1 чайная ложечка разрыхлителя. Если нет разрыхлителя, пол чайной ложки соды. Ванильный сахар или ванилин. У меня ванилин, я буду добавлять сегодня 2 грамма, 1 капсулу. Если у вас ванильный сахар, добавляйте 1 чайную ложечку. Все это хорошенько перемешиваем. В какао встречаются комочки. Просеивать будем все это потом. Все перемешали хорошенько. Сухая смесь уже у нас готова. 6 яиц комнатной температуры. Можно, конечно, взять из холодильника, никакой разницы особенно не будет. Сюда же добавляем полстакана сахарного песка, щепотка соли, и нам нужно будет взбить эту массу. Сегодня я буду взбивать обыкновенным ручным миксером. Взбиваем приблизительно 7-8 минут. Вот до такого состояния. Тихо-тихо просеиваем всю нашу сухую смесь. Будем просеивать в яйца взбитые. Постепенно и перемешиваем. Тесто получается очень легкое, очень вкусное. И рецепт у нас сегодня очень такой экономный, без орех. Сухари, яйца, сахарный песок. Вот такое тесто у нас получается. Выпекать сегодня я буду торт одним коржом. Форма 24 сантиметра. Можете точно так же выпечь и в форме 22 сантиметра. Дно. На дно я застелила бумагу. И выливаем все тесто. Духовка у нас уже разогревается на 160 градусов. Разравниваем поверхность. И отправляем выпекаться. Пока печется корж, будем делать крем. Для крема нам понадобится 200 грамм сливочного масла комнатной температуры, но не совсем мягкого, комнатной температуры, и 1 банка сгущенного молока. 400 грамм. Крем очень простой, очень легкий. И я уверена, он очень вкусный. Всем он нравится. Сюда же добавляю ваниль. Опять-таки ваниль у меня, не ванильный сахар. И взбиваем. Все, крем у нас готов. В этом рецепте у меня записан именно такой крем, поэтому я вам советую не изменять крем. Откладываем от крема 2-3 столовые ложки. Сюда я добавляю какао, это чтобы его просто украсить сверху. Можете какао не добавлять, но крем отложите. Обязательно 2-3 столовые ложки для верхнего слоя и для боков. Я добавляю какао, потому что вкус немножко меняется, получается вкуснее, вернее. Этот крем тоже у нас готов. В крем сегодня у нас идут финики.
Финики у меня без сахара, но с косточками. Сейчас я буду снимать осторожненько косточку снутри. И нам нужно будет их мелко нарезать. Приблизительно где-то нужно будет 100 грамм фиников. (14-15 штучек). Где-то мелко-мелко нарезаем. Такими кусочками. Все финики у меня уже нарезаны. И добавляем их в крем. Немножко странно, но получается очень вкусно. Перемешиваем все хорошо. Можно, конечно, намазать слои кремом и сверху посыпать финиками, но вкус меняется. Поэтому лучше всего финики кладите в крем. Делаем сироп. Для сиропа нам нужно сахарный песок полстакана, полстакана кипятка. Перемешиваем хорошенько. Сюда же добавляем 1 столовую ложку ликер, коньяк, что вам нравится. Все это хорошо перемешиваем. Я сироп не варю, я просто заливаю сахар кипятком. Корж у нас выпекался приблизительно 30 минут. Я его чуть-чуть остудила и снимаю с формы. Края я не застилала я края бумагой, просто прошлась ножом. Вот такой корж получается. Нам нужно будет его разделить на 3 части. Получается где-то 3 коржа по 1 сантиметру получится, может даже чуть-чуть больше. Переворачиваем на решетку, осторожненько снимаем бумагу. Если у вас форма не раздвижная, не разъемная, вернее, вы простелите всю форму бумагой, бока тоже, чтобы было легко снять потом. И нам нужно будет корж разрезать на 3 части. Я буду разрезать обыкновенным хлебным ножом. Кто может, разрезайте ниткой, тоже получается очень легко и очень удобно. Но сегодня я вам показываю простым ножом. Это уже точно все могут сделать. Разделяем коржи. Торт обязательно нужно будет пропитать. Вот такие 3 коржа у меня получились. И начинаем собирать торт на блюде. Пропитываем каждый корж сиропом. Я пропитываю кисточкой. Получается достаточно легко. И приблизительно половину крема. Распределяем равномерно. Крем достаточно жирный и сладкий, поэтому мы его не укладываем толстым слоем. Мы его так как смазываем просто коржи. Немного крема уходит. Точно так же продолжаем и со вторым коржом. Остальной крем. Разравниваем по поверхности. И все, последний корж укладываем уже сверху. Его тоже пропитаем. Сиропа хватает точно на все 3 коржа. Бока я смазываю крем, который я оставила с какао. Вы можете просто-напросто его смазать и белым кремом. Не обязательно его смешивать с какао. Думала я его, как я его украсить, как я его буду украшать. Ну, смотрите. Финиками бока и это все украшать, это получается немножко как-то очень приторно будет. Поэтому я решила украсить молотым миндалем. Сухарями тоже как-то не то. Поэтому молотым миндалем получается очень даже вкусно. И сверху нарезаны финики. Приблизительно 6-7 штук еще фиников нам понадобится разрезать. Это уже все вы делаете на свой вкус. Можете вообще не украшать. Можете даже его не обсыпать. Смажьте кремом, оставьте его пропитаться и порежьте. Получится тоже очень-очень вкусно. Вкус от этого не меняется. Я украшаю вот так сегодня его. Сверху тоже посыпем немножко орешки. Оставляем обязательно пропитаться на ночь. Обязательно.
Разрезать будем сейчас мы его и пробовать. Получается очень мягкий. И вот такой он у нас в разрезе. Торт получается ароматный, вкусный и очень такой необычный. Видите, какие рассыпчатые коржи у нас. Очень вкусный торт. Попробуйте его приготовить. Пишите свои комментарии, кому понравился, кому нет. Ну что, будем прощаться, мои дорогие. Всего вам доброго, приятного аппетита и будем дружить!